Всем привет! Сегодня у нас будет сборка мотора, а именно сборка мотора для Виросы. Пришли наконец-таки вкладыши. Кингов комплекта не было, сейчас какие-то проблемы с кингами. Поставка была только осели на коренные и шатунные кинги. В общем, вот такие вот осельки приходят в таких вот пачечках. И сейчас покажу кинги. Кинги приходят вот в такой вот упаковке, вкладыши в каждой своей ячейке и не прикасаются между собой. Что не сказать про ACL, которые идут вот в таком виде, запечатанные в вакуумную упаковку. Ну и, соответственно, при транспортировке они повреждаются. На камере этого видно не будет, но вот здесь вот есть небольшие забои. В целом это не критично, возможно, но для каких-то моторов, которые собираются на большую мощность, это может быть какую-то роль и сыграет. Вот посмотрите, здесь видно, да, задир? Вот здесь вот видно на вкладыше. От вкладыша, который стоял сверху него, чуть-чуть появилась царапина. Кто-то скажет, что это не критично, кто-то скажет, что это очень критично и недопустимо. Это именно оригинальные осели, мы их заказывали вместе с кингами. Тут вот их маркировка. Просто у нас в магазинах тоже они продаются в АТП, Аджесе, но на них грешат. Я не рискую собирать на тех вкладышах, что продаются у нас, всегда заказываю. Хотели микроволновку? Получайте обзор. В общем, здесь стоит картоночка для того, чтобы сильно радик не остужался. Такую технологию применили. Дальше смотрим. Здесь разварен рычаг, как я уже говорил, сантиметров, наверное, на 7. А если быть точным, то на 7,5 сантиметров здесь разварен нижний рычаг. Стоят тяги какие-то GZX, наконечники GZX. Сошка переварена непонятно в какой акерман. Сверху стойка на проставках и выдвинута наружу. Здесь стоит сухая рейка. Сейчас, собственно говоря, я ей занимался, устанавливали рейку. Потому что старая после контакта пришла в негодность. Ну и в принципе без пыльников она долго не работает. По переду сделан перенос рейки. То есть это, наверное, штатное крепление. Это уже новое крепление. По переду больше тут рассказать нечего. Идет штатное охлаждение назад на трубах. А вот здесь начинается самое интересное. Подснимем с этого ракурса. Здесь вот такие вот строп-ленты есть, имеются. Я так понимаю, для того, чтобы весь этот мост назад не упал. Пружинки здесь стоят. Не знаю, сколько килограмм. Но их, наверное, надо ставить пожестче, потому что машина слишком зацепная. Здесь спроектирован вот такой вот рычаг в штатное место. На него стойка, мотор с ралли-арта, с кольта. Сзади Панара, если правильно это называется. Жигулисты, поправьте меня. Все сварено, естественно, на скорую руку. С этой стороны опора двигателя тоже вот так вот сварена. Особо тут рассказать нечего. Технологии, конечно, такие. Быстро сделал и поехал. Ничего особо удивительного нету. Не знаю, как она вообще ездит на льду. Точнее, я знаю, я на ней прокатился. Не знаю, как на ней конкурировать и как на ней ездить. Потому что это просто жесть. Чтобы увеличить базу, они вот здесь такой варыш сделали. И сделали широкую базу. На машине едешь, ощущение, что выворота мало и зацепа очень много сзади. Будем работать с машиной, что-то пытаться сделать, изменить, чтобы она поехала. Но это уже на следующий сезон, потому что у нас уже потаял лед и соревнований, соответственно, никаких не будет. Интерьер камеры тут особо не изменился с прошлого раза. Все то же самое, колеса в багажнике. Вот такой вот технологичный спойлер на саморезах для аэродинамики сделан. Наши наклеечки. Багажники, как я показывал, здесь мотор стоит. Коробка передач на тросике, сток-ручник, ковш очень высоко стоит. Китайский руль с выносом, датчик 7 в одном. Ну и в принципе больше тут ничего нету. Надеюсь, вы довольны обзором, и я не зря потратил свое время. Это включение из бокса. Саня довольный ходит. Как думаете, почему? Пойдем на улицу. Такого вот ствола привезли. Кто это, Сань? Рэй Бринг. Вот эти вот SX. Сань, ты рад?
Давно хотел? Да. Это мой SX. Не-не-не, это мой SX. Так я же его хотел купить, помнишь? Мы приезжали его, смотрели, но в итоге я взял сливу 13-ю, а Саня взял SX. Да? Да, было дело такое. Сгрузили SX, так вот он выглядит. Стволовой, конечно, да, очень красивый, очень грамотный. Короче, он на крыльях, сзади тоже у него стоят расширения, он на каркасе, на Куско. Колеса тут какие-то, сзади рестайл, стопы очень дорогобаксовые, говорят. Задний бампер тоже, все с Японии так и пришло. Спойлер здесь типа а-ля 326, но это, наверное, стоковый какой-то. Надо 326 по-любому, Саня говорит, буду другой ставить. В багажнике здесь вот так, он вообще не гнилой, то есть состояние можно видеть просто идеал. Как бы японцы издевались, да, покрасили его в зеленый цвет, но это вообще пофигу. Говорят, что дорогие фары, но я бы не сказал, что они, наверное, дорогие, потому что я находил, когда SX себе хотел. О, слышь, а там лампочки даже, прикинь, Ray Brink стоят. Понял? Сами лампочки даже стоят. То есть это какая-то комплектация или что, я не знаю. Чуваки, кто по SX по-любому шарят. Я не понял. Так, здесь у нас SR. SR, кстати, с 4 либо с 15, я не особо шарю. Бус-контроллер. Чашки, смотрите, родные. Все родное состояние, просто чашек. Идеал. Здесь все родное. Слушай, вот эта вещь мне это более знакома. Это Сальтеза. Это Сальтеза, да, вот, пожалуйста. Наверное, Сальтеза. Здесь этот HPI релокатор на масло стоит. Тут интеркулер стоит, тоже Ориго. Здесь эти вот крутилочки, чтобы фары опускались, поднимались. Интерьер камеры, конечно, такой. Вот спидометр здесь обычный, не как у меня тюнинный стоял. Педальки, там подставка какая-то, смотрите, жесткая стоит. Хрен его знает, зачем она здесь, конечно, такая. СР коробка. О, покатился. СР коробка. Пассажирское 180 седло. Здесь стоит стоковый нижний рычаг. Теншн тюненный. Масло, кулер. Какие-то стойки. Непонятно какие. У них регулировка есть. Специально стоит шайба, чтобы развал не навалить. Ну, может быть, в Японии, конечно, и сняли здесь весь выворот, но, скорее всего, нет. Скорее всего, она так и ездила. Здесь тоже зацените состояние машины. У меня на Сильвии точно так же. Идеал. Я понимаю, здесь будет GZ стоять, SR пойдет обратно, туда, откуда пришел SX, на Японию. Будет GZ. Ну, а дальше там уже посмотрим. 110-ик по-прежнему в работе, не так быстро, как хотелось. Ждем запчасти, все под заказ, все заказано. Ждем очередь на каркас. Выпилили крылья задние. Вот так вот теперь все это дело выглядит. Тут надо будет еще чуть-чуть доделать. По Марку есть определенный план. Пока мы его выполняем, дальше будет видно. Скажу так, что есть у меня подозрение, что эта машина, скорее всего, не поедет в сезон. Так, весть из бокса. В общем, здесь у нас появился еще один мотор. Это мотор с Чайзера на МТ-косе, на МТ-мозге. Он поедет в Сильвию. Примерно в таком виде, только мы поменяем турбину и поедем пока что на штатном мозге. Потом, может быть, что-нибудь поменяем. Вероса все у нас стоит. Ждем голову. Буквально на днях должны ее привезти, и мы уже соберем Веросу и отдадим. Здесь у нас творческий беспорядок, это все понятно. 110-ик в непонятном процессе из-за курса доллара. Он потихо встал, но скоро, я думаю, уже пойдет дело. Потому что уже ходовку подкинули. Завтра подкинем новые стойки и будем дособирать по ходовке именно переднюю часть и заднюю. SX у нас в таком виде сейчас стоит. Сняли мы с него мотор, все полностью обвязку, ходовку поснимали. Скоро будем его готовить под свап GZ, ставить ходовку, проводку. В общем, процесс долгий, не быстрый, поэтому пока вот в таком виде. Здесь у нас очень много GZX-ов. Это Серега сегодня приехал в гости. Дёка приехал на 90-ке. Клиентский Чайзер. Обкатываем сцепление. Марк Юры. Тоже потихонечку его делаем. Про него попозже расскажу. Здесь у нас Ариста Санина, которую купил, чтобы ездить под жопу. Но тут как бы все такое не очень праздничное, скажем так. Ну, поездить хватит. Чайзер сегодня сняли мотор. Все разобрали. Остался только кузов на ходовке, ну и внешка. Чайзер решил отвезти в гараж, пускай пока постоит. Если кому-то надо будет, купят. Хочу за него 70 тысяч рублей. Это кузов с документами и со стоковой ходовкой. Если в дальнейшем все так и будет продолжаться, продам его в разбор на те же деньги. Итак, очередное включение из бокса. Теперь у нас только из бокса включения будут по ходу, потому что нужно работать. Поставили 110-ку расширение. Будем потом арочку выпиливать. Внутри делать из металла ее, чтобы ничего никуда не закидывало. Поставили стойки КТС и назад. Сзади это все дело вот так выглядит. Оставили штатную вот эту планочку. Ну, потом в планах будет отрезать задние лонжероны после первого краш-теста и варить трубы. Мы все так же ожидаем каркас. Попереду тоже поставили стойки, тоже КТС, как у меня на Альтезе. Нижний рычаг Swapworks, верхний тоже, сошка и балка тоже их. Все это дело поставили, пока все так, чисто примерочное. Здесь у нас наконец-таки заехала Вероса, 1,5 месяца делали голову, в итоге сделали, завтра забираем.
У нас наконец-таки наступило лето. Ну как лето? Это такая весна, уже тепло. Мы на футболочках, Base for Race. Саня тоже, все как надо. Сзади тоже у нас есть фирменный логотип. Футболки, кстати, скоро будут в продаже. Это первая партия пробная пришла. Тестируем, проверяем. Это ребята из T-Way Head. Это в твоей голове делают. Это те, кто делали Абасу. И, короче, если кто знает, там еще у меня была футболка со змеинкой. Это вот то же самое они. Саня тут свой распил, проверяет. И что с этим делать? У тебя есть такая новая? Вот так? А, она и была, да, здесь? Вот, и вот так, смотри. Сейчас ты ее наклеишь, да, вклеишь? А я не буду вклеивать. А что это? Она сейчас сядет сюда. Как Это он? джапа, я сейчас затонирую ее в Петра. А это как ты сделаешь? Слушай, да наклейку наклей и поедем. Такую большую, да, сей или что-нибудь? Сегодня займемся чуть-чуть сливой и займемся виросой. Вчера отодрали со сливой эту часть. Крышу будет очень сложно отодрать, потому что она вся полопалась, она в каком-то таком карбоне. Какая-то пленка такая дешевая. То есть эта боковая пленка слетела легко, на крыше очень будет сложно. В планах снять двери, отфотать их, продать. Двери у меня целиковые, в сборе, ничего не вырезано, просто есть отверстия под болты. Надо будет их отмыть, красиво сфотать. В салоне нужно прибраться, все разобрать полностью, помыть салон, зачистить внутри, потом перевернуть машину, там тоже зачистить. Здесь под крыльями буду вырезать, сваривать, в общем, заниматься потихонечку машиной. Также стоковый капот продам. Под капотом пока еще не решил, как у меня все здесь будет проходить. Вот эти чашки я, скорее всего, наверное, штатные оставлю. Просто кусочек на угол их срежу. Сегодня план такой: снять полностью левую сторону, попробовать крышу почухать и крышку багажника. Спереди, если заметить, есть вот такие трещины на пленке, и вот из-за них очень плохо снимается. Еще надо будет снять обшивку вот эту дверную, почухать чуть-чуть краску вот эту от двери. Я не знаю, наверное, киршом будем это все делать, либо воздухом, посмотрим. Прибраться в салоне, чтобы вы понимали, как готовили машину. Зацените, сумка стандартная, которая с завода, ее даже не убирали. Просто прям поверх покрасили. Так вот она отваливается. Еще у меня есть спортпаспорт на эту машину, 92-го года она у нас. И она ездила в 3 этапах. Первый этап ЧПК по дрифтингу. 25-27 апреля 2014 год. Первый этап РДС Восток по дрифтингу 18.09 и 20.09.2014 год. Написано: замечаний нет, нарушений не выявлено. В общем, машина проходила контроль. И заключительный ее этап был, это 6-й этап РДС Восток по дрифтингу 11.10 и 12.10 в 2014 году. После этого машину поставили на косогор, и она все это время стояла. Хозяин этой машины Шафрановский Вячеслав Юрьевич. Я не знаю, кто это такой. Кто-то вот такую машину отлил, вот так вот она ездила, красивая была, потом что-то с ней случилось, не знаю. Что-то с ней, в общем, сделали. Вот такие вот ностальжи фотки у нее есть, но будет она и еще лучше, я вам обещаю, потому что я заказал на нее офигенный крутой обвес. Вы сами знаете, какой у меня подход к машинам, и эта машина будет не хуже Альтезы. Да, она, может быть, будет не такая идеальная, но выглядеть она будет просто офигенно. Так, пересядем в автомобиль. Здесь у меня мой оригинальный руль, уже с Чайзера перекочевал. Стакан здесь стоял японский. Торпеда у меня убитая, но будет новая. Саня мне тут вот чехол на руль подкинул. Кстати, это надо. С днем рождения тебя поздравляю. Спасибо. У меня еще не скоро. Здесь такой амалогированный пенопласт парка. Торпеда у меня такая, не очень целая, но у меня есть новая. Мы ее вырежем аккуратно под каркас, и все будет хорошо. Здесь у нас имеется гидроручник. Такой вот. Не знаю для чего, для кого, но какой-то вот есть. Бардачок у нас тоже имеется, но он вырезан. Регулировка зеркал. Здесь у нас все было заклеено, я зачем-то отклеил. Тросик. Здесь размыкатель массы был. Тумблера, как в гоночном автомобиле. Здесь какая-то штука, не знаю, что она делает. Написано флеш-контроллер. Ну, оставили, пускай будет, удалим его потом. Куча стопов 13-х. Поворотнички есть. В общем, я закупился полностью. Скоро машина будет готова выступать в РДС. Шучу, не в РДС. Поедем в Формулу Дрифт. Левая сторона стояла на солнце, поэтому она обдирается очень плохо. Вот так вот сверху осталось. Дверь почти все ободрали. И почти все крыло, вот здесь кусочек остался. Еще наконец-таки пришла голова на Виросу. Сегодня ее забрал. Сейчас распакуем, посмотрим. Визуально вроде все окей. Отмыто очень хорошо. Сейчас будем смотреть, перемывать. Потому что голова с того самого места, с тещиного языка. Но ребята в этот раз, я думаю, исправили ситуацию и наладили качество. Единственное, что сроки, конечно, очень большие, так как у них очередя, 1,5 месяца мы ждали голову. Сейчас откроем, посмотрим. В общем, посмотрел, голова очень хорошо отмыта, прям скажу идеально.
после того раза, как мне сделали. Тут вот тоже все почистили, все офигенно сделано. Может быть, узнали меня, может и нет. Короче, сделано все очень хорошо. Пока что все очень нравится. Сейчас будем, конечно же, перемывать. Но в этот раз прям намного лучше. Могу сказать определенно, что пацаны постарались. И это не реклама. Ни в коем случае. Будем пробовать еще другие конторы, которые у нас есть в городе. Но вот в этот раз, в принципе, все хорошо. Сейчас я еще, конечно, помою бензинчиком, посмотрю. Но думаю, тут как бы вопросов не будет. Потому что реально все чисто. Все выпускные каналы тоже почищены. Не знаю, почему они мне на Альтезе так сразу не сделали. Пришлось все переделывать. Прошелся полностью бензинчиком. Ну, чуть-чуть есть темноватость, но в основном песка нету, ничего такого нету. Единственное, что было, это от маслосъемных колпачков, которые я снимал, такие колечки. Ну, вот, типа вот таких. Вот они. Их штучек 5 было, и все. А так, больше не было замечаний, песка, как в прошлый раз. Все хорошо. Записываю видео про голову, потому что в прошлый раз сделали плохо, я записал. В этот раз сделали хорошо, я записал. Все как есть. Мы будем ставить сейчас мотор Виросы, все готово, все собрали. Осталось только обводной ремень, ну и пару моментов, это уже устраним на машине. Саня, готов? Ключ на старт на Виросе. Давай. Ну что, как вы могли видеть, Вироса запустилась, все хорошо, все работало. Были небольшие моментики с ГУРом. ГУР здесь поставили новый, и у него что-то обоссалась прокладка. Мы там все подшаманили, подсделали, все замыли, все хорошо. Завтра дольем антифриза, соберем крышку верхнюю, и в принципе машину можно будет отправить на настройку. Единственное, что надо поменять колодки, потому что там колодки были стерты в ноль. На вот таких колодках они ездили на прошлую настройку, где положили мотор. Считаю законченным проект только после настройки, после стенда, когда здесь будет снято 500 сил. Поэтому пока мы еще держим пальчики крестом, ну и надеемся на нашу сборку. Вопросов и нареканий по сборке не было, поэтому я думаю, все хорошо мы снимем. За исключением автомата, который здесь стоит, непонятно с чего и непонятно, как он будет работать. Это единственное, за что я переживаю в этой машине. За остальное переживать нечего. Остались мелочи, попозже вы увидите эту машину уже на настройке. Тут у нас 110-й кузов, любезно предоставил нам его Паха. Салон разобрали, а это знаете для чего? Для того, что завтра она поедет на скан. Мы отсканируем салон, и по этому скану будем уже варить каркас. Еще быстрые новости, это мой мотор с Чайзера, который пойдет в сливу, а это мозг на этот мотор, и это ВЕМС. Это наш ВЕМС дальневосточный, он будет работать здесь, это мы продадим, это мы тоже в продажу. Будем ставить вот такой толстостенный коллектор под Twin Scroll. Пока не знаю, какая турбина, но что-то 30-е. И опять всем привет с бокса. Сейчас на улице идет дождь, а это значит, что мы сегодня едем на тренировку. На какой машине, сейчас я вам расскажу. Сегодня мы поедем на клиентском марке. Это GZX-100. На полностью подвеске с Чайзера, с моего 90-го. На редукторе, на коробке, короче, на всем-всем-всем. Сегодня будем тестировать эти выворота. Единственное, что есть нюансик небольшой, сейчас мы будем его решать. Придется отпилить крыло и бампер, вот где-то вот так. Потому что колеса слишком широкие, резина высокая и все здесь трет. После развала будет еще больше тереть, потому что теншины сейчас двинуты максимально назад. Такой вот сотик, попозже он будет еще более стильный. Скорее всего сюда залетит рестайл бампер, губа, рыжие поворотники. В общем, сегодня разберемся и будут кадры со зминки. Скорее всего с салона, потому что на улице идет дождь. Так, ну у нас все готово, осталось развал схождения сделать. Подрезал чуть-чуть крыло и передний бампер, потому что цеплялось. Сейчас стоят размеры, которые нам нужны. Здесь, конечно, по фитменту есть вопросики, но с этим разберемся позже. Сейчас едем на развал. Короче, первые тесты показали, что тачка рулится, но цепляется наконечник за GS Downpipe. И получается на постановке у меня лок руля происходит. В принципе, если выдергивать, то нормально. Ну да. Короче, если на постановке выдергиваешь руля оттуда, тогда нормально, а так не очень. Так, ну короче, начинается суета. Пацаны тут рэпу дали.
еще один. В жопу ему вжарили. А здесь вроде все окей. Вроде повезло. Открытие сезона можно считать успешным. ДТП есть, влажная катка есть. Ну и вот так вот после тренировок мы с командой убираем вот такие вот зоны вылета. Потому что если не мы, то никто. Ну и как обычно после тренировочки заехали помыться на любимую мойку. Потому что после влажных тренировок всегда все в песке. Нужно все хорошо вымыть, весь выворот. Несмотря на то, что на улице идет дождь, все равно машину нужно мыть.